Анкилозавр был крупным ящером, ростом с носорога и длиной примерно как автобус. Тело этого динозавра было широким и приземистым. Он передвигался на 4 толстых лапах, а сверху выглядел приплюснутым и даже немного напоминал черепаху, только у него был длинный хвост с мощной костной булавой на конце. Еще одна особенность внешности анкилозавра – толстая броня из шишек, костных пластин и шипов. Они врастали в кожу и надежно защищали динозавра от когтей и клыков хищников. Ученые считают, что у каждого анкилозавра пластины на спине образовывали уникальные узоры, по которым его можно было отличить, как человека по чертам лицам и линиям на руках. Глаза анкилозавра сверху были защищены костными наростами. У анкилозавра было очень хорошо развито обоняние. Рот имел форму клюва. Череп очень мощный, основание головы покрывали выступы, которые напоминают небольшие рожки. Самая зрелищная часть массивного тела анкилозавра – утолщение на конце мощного хвоста. Такая булава была в ширину примерно в 2-3 раза больше человеческой головы. Она состояла из плотных костяных выростов и была надежным оружием, которое ящер использовал для защиты от врагов. Даже острыми, как ножи, зубами многие хищники не могли прокусить костяные пластины анкилозавра. Динозавр поворачивался боком к врагу, и тот натыкался на острые шипы. А одним ударом хвоста булавы анкилозавр мог сбить с ног, переломать кости и повредить внутренние органы. Такой серьезной защитой динозавр давал понять атакующим хищникам, что пообедать у них вряд ли получится. Анкилозавр мог ловко управлять костным наростом на хвосте, поднимая его в воздух и размахивая в разные стороны. Ученые считают, что анкилозавры имели неприметную окраску, которая позволяла им маскироваться в тенистых зарослях и не привлекать внимание плотоядных ящеров. Возможно, хищники могли пройти мимо и не заметить анкилозавра, мирно жевавшего листву. Несмотря на то, что анкилозавра называют бронированным танком, среди древних ящеров у него все-таки было уязвимое место. Броня покрывала только верхнюю половину туловища. Живот не был защищен, поэтому в драке хищники пытались перевернуть анкилозавра на спину. Тогда мягкое брюхо становилось открытым для их укусов. Однако перевернуть динозавра весом до 6 тонн было непростой задачей. Несмотря на то, что ученым пока не удалось найти целый скелет анкилозавра, он считается самым типичным и популярным ящером инфраотряда панцирных динозавров. Другие рептилии из этой группы имели похожие черты: массивное приземистое тело, хвост-булаву, а также костную броню из пластинок и шипов. Так как анкилозавр был довольно крупным ящером, можно подумать, что он был медлительным и неповоротливым, но это совсем не так. Динозавр передвигался довольно быстро для животного с его весом и размерами. Судя по большому размеру желудка, аппетит у него был отменным. Ученые считают, что анкилозавр питался в основном низкорослыми папоротниками и мягкими плодами. Мощный клюв этого ящера помогал откусывать даже твердые ветви, но у динозавра были маленькие, тупые и слабые зубы, которые не могли как следует перемалывать растительность. Поэтому желудок ящера был хорошо приспособлен для переваривания почти непережеванной пищи. Многие виды растительноядных динозавров жили целыми стадами, но ученые до сих пор не обнаружили массовых скоплений останков анкилозавров. Поэтому палеонтологи предполагают, что эти ящеры скорее всего жили поодиночке. А канал не хочет также жить в одиночестве, так что не поленись и подпишись на канал, поставь лайк и ждем тебя на следующем видео. Спасибо за просмотр.